До недавнего времени любому, кто задумывался о покупке легкового 7-местного автомобиля, пришлось бы расстаться с внушительной суммой денег. Однако теперь на рынке семейных минивэнов появилась новая модель от Renault, которые в очередной раз решили доказать, что любые потребительские качества авто можно предложить за разумные деньги, не в ущерб качеству, современности и надежности конструкции. После популярного Логана и не менее популярного Дастера в таланте инженеров Renault создавать максимально функциональные автомобили никто уже не сомневался. Тем более, что о возможности появления семейного минивэна на платформе Логана Renault заявляет уже не первый год. И вот он, очередной образец трезвого расчета и практичности. Renault Logi – новинка в классе бюджетных фэмили-каров. Будучи созданным на прекрасно зарекомендовавшей себя платформе Логана, Renault Logi, в отличие от своего прародителя, предлагает совершенно новые потребительские качества. По сути, Logi является симбиозом минивэна и микроавтобуса, но для первого он чрезмерно утилитарен, а для второго мал по размерам. Тут впору вспомнить о забытом ныне термине УПВ – универсал повышенной вместимости. Именно это описание наилучшим образом описывает предназначение Logi и наиболее полно раскрывает его суть. Внешность Renault Logi может сбить с толку. При длине всего в 4,5 метра снаружи автомобиль кажется гораздо больше, чем есть на самом деле. Все дело в кубической форме кузова, предоставляющей максимум пространства для пассажиров и багажа. Всем своим видом Logi намекает на практичность, которая является первостепенной в этом авто. Тем не менее, выглядит он вполне современно и не наводит на ассоциации с коммерческим транспортом. При этом обращает на себя внимание высокий, как для легковой машины, клиренс, короткие свесы кузова и пластиковая защита нижней части боковины, что, несомненно, облегчает движение по не самым хорошим и ухоженным покрытиям, делая этот автомобиль универсальнее в соответствии с задумкой разработчиков. Впечатления от интерьера аналогичные. Ничего лишнего, но все необходимое есть. В Renault Logi, как и в его соплатформенниках, нет и намека на богатство и роскошь. Но несмотря на отсутствие в отделке мягкого фактурного пластика, выглядит все вполне гармонично и современно. Перед глазами знакомая по Логану комбинация приборов в хромированной окантовке. На центральной консоли блок управления климатом с опциональным кондиционером и аудиосистема. В топовых комплектациях интерьер заметно освежается за счет тачскрина мультимедиа-системы, объединяющей в себе аудиосистему и систему навигации. Кожаный руль удобен по расположению и довольно приятно ложится в руки, как и рычаг механической пятиступенчатой КПП. По количеству емкостей для мелких вещей Logi с его скромным по объему бардачком слегка не дотягивает до уровня полноценных минивэнов. Но нельзя не отметить удобство ящика для документов, расположенного на передней панели. В остальном все традиционно, удобно и привычно. Есть электроподъемники стекол, электрорегулировка зеркал, подогрев сидений и пульт управления музыкой под рулем. Чего еще желать от простого семейного автомобиля? В первую очередь практичности. И основной сюрприз Logi преподносит не водителю, а пассажирам. Места на заднем сидении столько, сколько может предоставить не каждый седан бизнес-класса. А за складывающимся задним сиденьем расположены еще два. Исходя из довольно скромной габаритной длины Logi, можно подумать, что эти дополнительные сиденья неудобны для взрослых людей. Но это отнюдь не так. Конечно, сидушка расположена низковато, да, в общем-то, и люди бывают разных габаритов. Но вот по запасу пространства для коленей третий ряд почти не уступает просторному заднему дивану. К тому же в распоряжении пассажиров третьего ряда собственные подстаканники, емкости для мелочевки и, что очень важно, ремни безопасности. При желании сиденья на галерке складываются либо вообще вынимаются, предоставляя внушительный запас пространства для багажа. Если же при этом сложить и сиденья второго ряда, то объем багажника вырастает до огромных размеров, вызывающих ассоциации с грузовыми фургонами.
За рулем Лоджи, несмотря на довольно высокую посадку и большую площадь остекления, ощущение как при вождении легкового универсала. Автомобиль очень легкий и достаточно компактный для маневрирования в тесных городских условиях. При этом, благодаря длинной базе, Лоджи отлично чувствует себя на загородных трассах. Под капотом располагается один из двух предлагаемых на выбор двигателей – бензиновый 1.6 или 1,5-литровый дизель. У нас на тесте побывал Лоджи на тяжелом топливе, и турбодизельный мотор, по нашему мнению, является оптимальным выбором для этого авто. Отменные показатели экономичности и приемлемая динамика в сочетании с отсутствием дизельных вибраций и навязчивого звукового сопровождения – весомые аргументы в его пользу. Как ни странно, но на фоне многообразия моделей в классе минивэнов Renault опять сумели предложить безальтернативный вариант. При своей цене от 155 900 гривен, притом одинаковой для бензиновой и дизельной версии, Лоджи попросту не имеет конкурентов. Есть более комфортные, лучше оснащенные, более мощные автомобили, но ни один из них не предоставляет столько функциональности за такие деньги. В общем, будучи ориентированным на расчетливых людей без лишних амбиций, Лоджи является рациональной покупкой и одновременно достойным продолжателем курса, намеченного Логаном.